Так, а где это я нахожусь? О, я у храма Христа Спасителя. Какой огромный. Что, если там краны что-то строят? Пойдемте пройдемся. Сувенирная лавочка. Монетки. 400 рублей, 300. Вот такие вот красивые. Здесь другие монетки. Что-то автомат такой. Он просто, наверное, выдает монетки. Прикольно, что. Так интересно вспомнилось мне. По-моему, в 1300 там каком-то году сделали женский монастырь. И он просуществовал аж до 1800. Просто абсурд, конечно, да, решили снести этот монастырь женский, посносить вот эти вот всякие разные строения, которые вот сейчас их, конечно, нет, на котором находится сейчас вот храм Христа Спасителя. То есть выкупали, наверное, не знаю, там дома были, что там, магазины. И чтобы на месте монастыря построить храм Христа Спасителя, который напоминал бы о победе над Наполеоном. Там были картины или фрески, имена героев, погибших в 812 году. То есть, все-таки это было под это дело заточено. И простоял этот храм до 1931 года. И в 1931 году его снесли. Хотели колоссальную сделать центр города. Уже были, по-моему, проекты. Рисунки есть, кстати, в интернете. Можете посмотреть. То есть расширить улицы. То есть, в принципе, они выглядят современно вот сейчас. И построить дворец съездов, что ли, там огромный такой вот на этом месте. И началась война в 1941 году. И, конечно, уже недостроек. И, соответственно, после войны какая там экономика, какие стройки. И дело забросили. И только в 1955, по-моему, году правительство решили такие, как-то эту дыру-то надо заделать. Там же котлован, по-моему, был. И что-то думали и решили бассейн построить. Котлован-то уже есть, рыть-то не надо. Собственно, сделали бассейн Москва, по-моему, да, назывался. Я его не застал. Я там не был вообще ни разу. Застать-то я его застал, но я там не был. Даже не видел его. По крайней мере, в сознательности, может быть, в детстве глубоком. Ты сколько он просуществовал-то, этот бассейн? 30 лет, получается. В 60-м его, по-моему, достроили. И все. И в 90-м году начали строительство вот этого храма, который вот мы сейчас наблюдаем. Храм видно, что новодел. Есть экскурсии. Экскурсии, по-моему, 300 или 400 рублей, что ли, стоит. В принципе, недорого. Кстати, здесь есть рядом Кремлевская АЗС. Представляете себе, сейчас я вам ее покажу. Но она, правда, с другой стороны находится. Мы кругом идем. Это правительственная заправочная станция. Только правительственные машины, в те года СССР заправлялись там. Не знаю, сейчас работает она, нет, но облик ее остался неизменный. И сейчас вот я вам покажу ее. Так, вот здесь тоже церковь какая-то стоит. Так прикольно для детишек он сделано. Чпок. Интересно. Вон театр эстрады даже видно. Вон он. Посмотрим. Вон ценник. Сейчас я вам покажу, сколько стоит экскурсия. Вон пароход поплыл. Рэдисон. Вот ценник. Смотровая площадка. Так, стандартный 400, льготный 300. Вон. Это расписание. А это на английском. Так, я местечко нашел поснимать. Вот Москва-река, театр эстрады. Сейчас Кремль у нас там. Вон его, кстати, видно. Тут вообще все близко, на самом деле. Пешком идти 10 минут по Волхонке. Понятно, что там чуть подальше, на самом деле, потому что там входа нет на Красную площадь. Но в целом можно. Пароходики уже. Вон тут мы видели пароходик. Вот он, Рэдисон, который.
Ну вот она, эта АЗС-ка. Прикольно, да, такая старая. Вообще как музей такой. Блин, я не пойму, она вообще работает, нет? Слушайте, ну вон, видите? Мусорка стоит. И свет. Ну свет понятно. Как декорации, но... Слушайте, непонятно. Ну, типа входить нельзя. Кирпич. Запретная зона. Вон светится там даже что-то. Какие-то ценники. Ну-ка, что там интересно. 57, даже мигает. Слушайте, она работает. Обалдеть. Он прям напротив храма. Через дорогу. Классно вообще. Он даже дизельное топливо. Вот так. Машина какая-то стоит, видимо, заправщик. Больше в Бульварном кольце не найдете заправок. Центр города. Заправки нельзя делать. Кто хочет, оставайтесь со мной. Я дальше пойду по Волхонке. Метро Боровицкая. Александровский сад зайду. И туда дальше пойду. Либо до Лубянки, либо до Кузнецкого моста. Как там пойдет. Так, вот здесь вот я работал. Вот где-то с правой стороны. На Волхонке обслуживал компьютеры, принтеры. А вообще классная работа такая была. Сделал им сетку внутреннюю, локалочку. Подсоединил там, по-моему, у них 3 компа, что ли, в то время было в фирме. Но это было вообще круто. 2001 год. 3 компа, у секретаря свой компьютер. И обслуживал. Обслуживание заключалось в том, что раз в месяц я приезжал сюда и получал зарплату. Ну, понятно, что небольшая, потому что что. В общем, я приезжал именно тогда, когда я был нужен. То есть сломалось что-нибудь, там картридж заправить. Я им картриджи заправлял. Ну, в то время не печатали. Там у них стояли HP, так много не печатали. В то время у них там HP стояли 6L, 1100. Там этого картриджа хватало, я не знаю, там на 2-3 месяца. Это сейчас печатают там, блядь, по 100 страниц в день. А тогда там 100 страниц в месяц, наверное, печатали. Блин, вот я не помню. Ну, компанию, понятно, называть не буду, но вот она находилась где-то здесь. А вот где? Ну, вот ворота какие-то. Сейчас посмотрим. Или в арку. Вон там арка, по-моему, или нет. Не помню. Нет, не здесь, это точно. Что-то прям как будто и не здесь. Нет, на самом деле здесь 100%, но как-то то ли все поменялось. Вот, точно, здесь. Здесь шлагбаум. Вот там. Ну, там много разных фирм было. Вот, точно. Вот проходик там такой, да. Здесь вот. Прикольно была работа. У меня много таких фирм было. Бабло вообще просто с воздуха. Еще раз в месяц приехал. Деньги получил, посидел там, побухал с ними в день зарплаты. Ну, карточек же не было, все, наличку давали. И поехал в другую, в контору. Также зарплату получил, побухал там с ними. И домой. Ну, а что, неплохо было. Дошел я до Боровицкой площади. Князь Владимир стоит. Сама площадь. Галерея Шилова. ГАИ. Ну, тут они всю жизнь. Так, и мне нужно вот Александровский сад. Блин, а вот как туда попасть, я, честно говоря, вообще не помню. Сколько лет-то уж прошло. А как-то мы ходили туда. Блин. Это, по-моему, большой каменный мост. Что-то народ туда идет. И оттуда спускается. Видимо, значит, где-то здесь. Вот не помню, где-то мы переходили дорогу. Там манеж. Так. Ну, блин, ну мост-то не перейти. А, может быть, там где-нибудь спуститься можно. Ну, там народ переходит дорогу. Ну как они туда попадают? Вообще загадка. Ладно, сейчас буду смотреть. Ну все понятно. Прошел метров 30 по мосту, и вот спуск. Вот нам налево под мост
Наверное, так. Потом опять подняться. Блин, вот гемор. Я не помню, чтобы мы так ходили. Вот уже стены Кремля. Ну, можно, в принципе, Нет, я пойду через Александровский сад, потому что, ну, что тут? Дорога, машина, вот это вонище. Так, вот. Да-да-да, можно, видите, не по мосту пройти, а вот так вот. Во, как хитрят. А народ шел по мосту. Вон, там, все понятно, можно вот так вот пройти. Ну, замечательно. Вот там дорогу перейдем сейчас. И в Александровский сад. Вон правительственные тачки стоят. ЕКХ. С мигалками. И что за машина? Volkswagen. Думал, Мерседес. Ну, зашел в Александровский сад. Так, все тут. Подсветочки, так интересно. Деревья такие классные. Раньше мы тут на этой траве валялись, книжки читали. Классно было. Вон там народ. Очередь какая-то. Сейчас, по-моему, посмотрим. Ну, тут прям лежали. Ну, как бы не мы одни, блин, тут все. Летом классно. Кто пиво пил, кто книжки читал. Кто то и другое. Что студенты? Что с нас взять-то? Туалет бесплатный. Там где-то с левой стороны, я уж не помню. Ну, был, по крайней мере. На праздники, на какие-нибудь девушки прям ходили в мужской туалет. Ну, потому что у девушек там постоянные очереди. А что делать, терпеть, что ли, прям? И прям ходили в мужской туалет. Как бы никто это не напрягался. Слушайте, очередь. А куда очередь, непонятно. Ну, пойдемте дальше пройдем, посмотрим. Вот она, очередь какая длинная. Обалдеть. Вон туда поднимаются. Потом вот так вот туда идут. В Кремль. Ну, а мы пойдем дальше. Туда, на Красную площадь. А дальше там посмотрим. Ха, с этой стороны не меньшая очередь. Обалдеть. Слушайте, что за праздник-то? Точнее, кто-то дает концерт, что ли, в Кремлевском дворце. Надо посмотреть, кстати, будет сейчас. Что народ такую толпу с двух сторон? Представляете себе, какое колоссальное количество народу? Это просто пипец. Сейчас посмотрим. Все, прочитал я. Это Майкл Джексон. Что-то мировое шоу какое-то. Не знаю, кому интересно. Посмотрите в интернете. Я как бы углубляться не стал. Ну, видать, двойник, что ли, его приезжает петь песни. Его не знаю, вообще не в курсе. Народу просто тьма. Ну, вы сами видели. Так, вот мы Манежка. Там у нас. Я туда не пойду. Я сейчас пройду мимо огня. И дальше выйду на Красную площадь, скорее всего. На Никольскую. Нет, пойду до Кузнецкого все-таки. Не пойду я по Никольской. Пойду до Кузнецкого моста. Что-то я захотел поесть. И вот надо подумать, где бы похавать. Или до дома потерпеть. Вот. Не знаю. Так что продолжаем нашу прогулку вечернюю. Вот вечный огонь. Была такая история. Где-то в середине 90-х, наверное. Мы здесь стояли на площади, как праздник был. Ну, наверное, 9 мая. Не помню, народу было очень много. И к вечному огню из толпы какой-то пьяный парень. Ну, в то время он мужик, мне казался. И прям подбегает, то ли прикурить, что хотел он, с бутылкой там, что-то алкоголя какого-то. Я так подробности не помню. А вот эти два человека, которые охраняют его, они стоят и ничего сделать не могут. Я так понимаю, что у них, ну, как бы нельзя им выходить из этих будочек. Вот, и оттуда вот выходит, вот из этого, где елки, там вот у них. Оттуда выходит парень, точнее, выбегает, двое их, по-моему, было. Вот, и прям этого за шкирку. Ну, так его по голове пару раз шибанули, потому что он вообще какой-то невменяемый начал там что-то. Что вы меня трогаете? У меня там связи и все такое. Ну, там ржет народ над ним. Ну и прям забрали его, даже не отпустили. Я думал, сейчас его это... Нет, прям забрали. Что с ним там было дальше, не знаю. Ну, мы так как бы гуляли мимо, проходили. Вот. Ну, так было интересно. Ну, а что, скорее всего. Что, штрафанули его, да и выпустили.
Бля, я думал, шаманские какие-то пляски. А это просто барабаном идут. Пожалуйста. Масленицу сжечь, что ли, пошли? Морозка. Вот так вот. А мы тут эту морозку сейчас поймаем. Я оббежал и идем навстречу этой толпе. Блин, сейчас мне YouTube, походу, заблокирует права. Он же меня столько страйков нафигарил в Новый год. Я отписывался начал. Говорю, ребят, вы что, я хожу, снимаю. Откуда я знаю, что там за музыка играет? Я же в общественном месте. Вон они идут. Еле выбрался оттуда. Там что-то столько народ за ними шло. За этими скоморохами. Я даже не знаю, кто это такие. Отель Метрополь. Большой театр. Там малый, ЦУМ. Вот смотрите, какие замечательные прогулки можно совершать вечерами. Блин, буквально, вот я не знаю, час-полтора. Вот я шел, не торопясь. Правда, не помню, во сколько я вышел, но так по ощущениям, что как-то в 5 часов, что ли, я приехал сюда. Вообще замечательно. Ну, понятно, что зимой такие прогулки совершать, конечно, жесть. Надо в кафешки в какие-нибудь постоянно заходить, греться. А так вот, даже сейчас, в принципе, классно. Так, дальше у нас путь через дорогу, через Театральную площадь и Кузнецкому мосту. Там дальше буду думать. Домой. Ну все, всем спасибо за прогулку вечернюю. Приятно было прогуляться с вами, провести вечер. Да, 2 часа я шел от Кропоткинской до Кузнецкого моста. В общем, решил я поехать домой. Больше никуда не заходить. Вот. Ну, как бы все. Всем приятного вечера. Присоединяйтесь к прогулкам. Смотрите видео, ставьте лайки, комментируйте, предлагайте, куда еще можно сходить, прогуляться в следующий раз. Так, ну все, я вон подхожу к Кузнецкому мосту и еду домой. Ну все, всем всего хорошего, до свидания.